Но все-таки, Ханс, как ты можешь опровергнуть факт, что ты не пользовался анальным... Всем салам алейкум, вы на канале Я Видеограф. Сегодня поговорим о камерах, крутых и не очень, и возможно вы для себя проясните некоторые факты, о которых я вам расскажу. Также мы поговорим о том, как вас дурят блогеры. Это стандартная ситуация. Очень много видеороликов, записанных исключительно из собственных предпочтений, да, допустим, там, я хочу, чтобы камера была красная, а все камеры черные, да, и вот весь ролик будет о том, что все камеры по цвету мне не подходят, да. То же самое, ну, у большинства блогеров вот есть уклон какой-то в свою сторону, и они, используя свои какие-то предпочтения, делают выводы о камерах, не подозревая о том, что они вещают на многомиллионную там аудиторию, да, ну, некоторые из них. И вот эта многомиллионная аудитория не имеет таких же предпочтений, как имеет сам блогер. Поэтому собственные предпочтения высказывать, ну, тут, наверное, это только в самом последнем случае. А у многих блогеров непосредственно сам эфир или сам сюжет построен вот на этих собственных предпочтениях, да. Вчера смотрел один из очередных роликов про камеру FX6. Это камера от Sony, отличная камера, мне очень нравится. И ну, просто блогер, мягко говоря, обосрал камеру за счет ее ND-фильтра, да? Хотя там ND-фильтр, он не такой, как обычно из двух поляриков состоит, да? Там он такой, как это назвать, да? Если вы видели новые модные ND-фильтры, они такие, из как будто бы водянистая какая-то, водянистый слой, он может равномерно темнеть, да? И вот блогер рассказывал свое мнение, показывал не очень красивые кадры и рассказывал, что там ND-фильтр никуда не годится, если спереди накрутить какой-то полярик, да? Опять, если спереди накрутить, а если не накручивать полярик, с не накрученным поляриком он ничего не рассказал, да, то есть он точно так же, как и я, да, у меня самого камера, допустим, A7 IV от Sony, да, мне очень нравится, все устраивает, никаких там претензий у меня нет, ну, есть, да, но это все не важно, да, опять, к эргономике мы все привыкнем, если у вас есть какие-то претензии к эргономике, вы рано или поздно с этим свыкнетесь, да. Вот. Я могу получасовой эфир вести про недостатки камеры A7 IV. Я все недостатки ее знаю. Все недостатки всех камер Sony я тоже знаю. Я могу вам целый час рассказывать только про недостатки. И если я на этом закончу свое видео, это будет означать, что камера Sony плохая, да? Камера Sony плохая камера, да?
То есть любая камера Sony, она плохая. Если я буду заканчивать вот на такой ноте, да, то же самое, я могу часовой эфир вести только про достоинство этих камер, да, и тогда вам будет казаться, что я рекомендую только камеры Sony, и ничего другого покупать вам не стоит, да, помимо камер Sony. Но и это будет неправдой, да. Вот, поэтому самый лучший вариант, который я здесь могу сделать, я вам могу просто рассказать и показать, не давать никаких рекомендаций на основе собственных каких-то предпочтений. Я могу дать сравнительный анализ между одной, второй, третьей камерой и так далее, а вы уже выбор будете делать сами. Вот, поэтому большинство блогеров, они, да, многие из них получают камеры заранее, до того, как камеры выйдут на рынок, и они получают камеры за счет, получается, собственной аудитории, и рекламная кампания какой-то фирмы, там Canon, Fuji, Sony, разницы нету, которая отсылает предварительно камеры к таким блогерам. Рекламная кампания у них как раз основана на вот этих роликах, которые будут показывать, первые ролики, которые будут выходить про эти камеры. И там, конечно, в этих роликах есть ограничения. То есть сам производитель предъявляет ограничения, если вы будете выпускать в одном из первых роликов, никогда там не указывайте на какие-то прямые недостатки. Если они есть, высылайте нам, мы решим, но уже в последующих, там, третьем, четвертом, пятом ролике можете заикнуться про какие-то недостатки. Но в первом ролике никогда никто... Вот, можете пересмотреть все презентационные ролики всех новых камер. У любого блогера ни один из них не рассказывает про недостатки. Вот. Про недостатки они начинают трубить тогда, когда уже первые две партии все раскупили, продали, то есть на основе этой рекламы, которую они в первые дни сделали, блогеры, идут массовые продажи камер, и только там через 2 недели, когда эти камеры появляются у обычных людей, которым плевать на маркетинговые какие-то штуки от различных компаний, только когда эти камеры появляются у обычных людей, мы начинаем узнавать про перегрев, про битые пиксели, про там шторка не отрабатывает 300 тысяч и так далее, и так далее. То есть вот все эти недостатки мы узнаем гораздо позже и начинаем их узнавать от уже обычных пользователей, не от блогеров, от обычных пользователей. Поэтому одними из первых получают камеры блогеры именно. И у них есть презентационный день, когда все блогеры в один день про одну и ту же камеру выпускают ролики. Да, они могут быть у всех разные, но у них стоит запрет о том, что нельзя рассказывать в этих роликах. Вот. Поэтому, Алигаджи, алейкум салам. Сегодня мы с вами поговорим о рынке видеокамер на сегодняшний день, какой мы рынок имеем на сегодня здесь, и рассмотрим камеры с вами в пределах там от 1000, 1500, наверное, 1000 это слишком будет дешевая камера. Возможно, есть какие-то камеры там в $1000, которые снимают неплохо, они есть, да, но мы говорим про современные камеры, которые, ну, вот вышли в течение там 1,5-2 лет, да, назад, и до, наверное, от 6-7 тысяч за камеру мы с вами можем рассмотреть и дать какую-то предварительную оценку, да, этому рынку, этому сегменту. Итак, что мы имеем на сегодняшний день? Самыми конкурентоспособными камерами на сегодня у нас являются Canon, Panasonic, Sony и Fuji. Leica не будем считать, потому что нет никакого массового производства, очень много ограничений, функционально урезаны какие-то параметры, и слишком это все дорого и неоправданно, да? Вот, поэтому Leica рассматривать не будем. Какие-то фантастические камеры
который снимает там 1200 кадров в секунду, тоже рассматривать не будем, они стоят слишком дорого. Хотя есть и недорогие камеры, которые могут это делать, опять в ограниченных каких-то пределах. Вот. Самый лучший Osmo Pocket 3. Возможно, да, если вы просто путешествуете, хотите сохранить какой-то материал для себя, самым быстрым и удобным вариантом для вас будет вот именно этот DJI Osmo Pocket 3. Вот. Конечно, о качественном контенте в какое-то полутемное время суток говорить не придется. Вот. Поэтому здесь же мы с вами рассмотрим, ну так, сравнение телефонов. Телефоны, вот смотрите, телефоны это вообще отдельный сегмент. Да, можно, допустим, взять какую-то мыльницу и сказать, что я суперпрофессиональный там фотограф, да, и напечатать на пленке, потом эту пленку взять, распечатать, допустим, если у вас есть соответствующее оборудование, в принципе, пленку, вот этот пленочный фотоаппарат, пленку вы можете распечатать любого размера. То есть фотографию с пленки можно сделать любого размера, потому что пленка это аналоговый сигнал, да, его можно с помощью линз преобразовать на любой масштаб любого размера. Вот. То есть, если, допустим, мы снимем на какой-то пленочный фотоаппарат там за сейчас $200, да, и распечатаем какую-то гигантскую фотку, это не будет означать, что это топовый фотоаппарат и так далее, и так далее. То есть сейчас запросы к фоторынку, видеорынку, они совершенно другие, поэтому и все в головах людей тоже все очень сильно изменилось. Если раньше фотография означала бумажный лист бумаги, на котором отпечатано какое-то изображение, то сейчас фотография это просто цифровой какой-то аналог, который хранится на компьютере. Никто практически его не печатает. То есть сама фотография, она тоже изменилась, да. Сейчас печатью тоже никто не занимается, ну, чаще всего, да. И это со временем будет уходить вообще на нет. И когда, допустим, выключат электричество, никто не сможет свою историю пересмотреть, да. Допустим, если такое случится, выключат электричество, у вас сядут все батарейки, вы не сможете включить iPhone, компьютеры, файлообменники и так далее, то вы просто не сможете восстановить собственную историю, потому что у вас нет какого-то аналогового напечатанного сигнала. Вот. Поэтому здесь телефоны, вот эти пленочные версии мы тоже рассматривать не будем. Теперь, что касается телефона. Телефоны это та же самая ерунда, как и пленочный фотоаппарат, да? Гораздо более узконаправленная штука. Телефоны созданы, и весь видео-фотоматериал, который создается на телефонах, он предназначен для телефонного контента. То есть для вот этих соцсетей, типа Инстаграм и так далее. Никто из вас Инстаграм не листает на телевизоре, правильно? Никто из вас там Инстаграм в кинотеатре не показывает и так далее. Тоже правильно же? То есть вот телефон, он для этого и предназначен, какой-то быстрый сбор материала, фото-видеоматериала, без сильных заморочек. То есть не нужны большие знания и много ума, чтобы управлять телефоном. Вот. Поэтому он предназначен для всех, но профессиональный контент, хорошие фото-видеографы, я не говорю, что невозможно снять красиво на телефоны. На телефоны снять красиво можно. Может снять хороший оператор тоже очень хорошо на телефоны. Но это не инструмент профессионального видеопроизводства. Телефон это не инструмент профессионального видеопроизводства. То есть там нету более гибких кодеков, там невозможно сменная оптика, макро и так далее. Да, вы там кучу линз себе наберете и так далее. То есть вот, допустим, есть вариант с ND-фильтрами, да? То есть сейчас, чтобы воспользоваться ND-фильтром, большинство покупает ND-фильтры, которые накручиваются на объективы, да?
То есть можно купить один переменный ND-фильтр на 10 стопов, можно купить, соответственно, один к 32, один к 64 и так далее. То есть разные фильтры взять, весь парк вот этих фильтров на каждый стоп, взять и использовать их по одному, да. То есть где будет проблем больше? Проблем больше будет у тех, у кого раздельные фильтры стоят. Вот. То же самое, вы можете еще более упростить эту задачу, когда фильтр устанавливается между объективом и камерой. То есть есть некоторые варианты, особые фильтры, которые можно устанавливать между камерой и объективом. В частности, это есть у камер Canon. У них есть специальный переходник, в котором установлен, допустим, вот этот ND-фильтр, да? И вы себе упрощаете тем самым задачу. То же самое с камерами мы можем практически, то есть с набором какой-то оптики, объективов и так далее, мы можем решить практически любую задачу, да? Когда у нас есть камера и есть любой парк объективов. Допустим, когда у нас есть телефон, мы можем встретиться с ограничениями, которые в условиях использования телефона решить невозможно. Есть очень много вещей, которые вы с помощью телефона не сможете снять, да? Вот. Возможно, вы где-то там интересные найдете там объективы, где-то с зумом, где-то с чем-то и так далее. Но опять, это все баловство, это все игры, это все вот такой потребительский контент, который для детей, да, которые не сильно шарят в видеографии, фотографии и так далее, и так далее. Поэтому вы никогда профессионального фотографа не увидите, снимающего на телефон, так же, как и профессионального видеографа, я имею в виду коммерческую съемку, снимающего на... Да, я знаю, что вы сейчас там начнете меня заваливать комментариями, типа рекламу Bentley сняли на телефон, там есть сравнение Red с айфоном каким-то и так далее, и так далее. Это все, опять, это все хайп, это все баловство. На самом деле, если бы ту же рекламу Bentley сняли бы на какую-то профессиональную камеру, типа Arri Alexa или Red Helium, да, то результат был бы в 100 раз лучше. Вот. Поэтому все вот эти сравнения телефонов с камерами, телефоны пока еще не обладают такими кодеками, параметрами, чтобы хоть как-то приблизиться к камерам. Сыпется ваш телефон сразу. Вот. Плюс есть соответствующие ограничения, которые в пределах телефона будет решить невозможно. Вот. Есть ProRes кодеки, я про это тоже знаю, у меня самого iPhone 14, и у него есть ProRes кодек, и да, он тянется, там все хорошо и так далее, но все равно такой мягкости, плотности вы картинки не получите, когда вы имеете глубину резкости слишком плоская, да? То есть глубина, все в резкости. Это не художественная картинка. Когда все в резкости, я один из таких случаев в одном из роликов рассказывал, когда мы делали оценку видеоизображения, то есть мы пытались копировать цветокоррекцию. Мы полностью цвет скопировали с хорошего ролика. То есть мы с другом сидели, цвет гоняли туда-сюда, и мы нашли красивый ролик с красивым цветом. Мы цвет полностью скопировали в монтажке. Мы цвет сделали, но мы одну вещь не понимали, почему у нас вот такой художественности нету, как вот в оригинальном ролике. Мы долго ломали над этим голову, мы позвонили к этому человеку, который создавал этот ролик. И только потом мы поняли, узнали, что оказывается, он снимал там на Mark II, это было очень давно, и он снимал с нулевыми параметрами, то есть резкость не была натянута. То есть, если вы помните, на марках вторых, третьих, там резкость устанавливается на четверке, это среднее значение, максимальная 7, минимальная 0. Вот. То есть по умолчанию стоит на четверке резкость. А у нас на наших камерах, на марках тоже, была резкость установлена на 5 или на 7. То есть наши ролики были по цвету идентичны, но по художественности мы не могли
воспроизвести вот этот аналог, да, у нас не получалось только потому, что у нас была зашкаленная резкость. То есть у нас было все слишком плоское. Здесь было все художественно, мягко, передний, задний план и так далее. У нас было все почти в резкости. Вот когда вы снимаете телефонами, большинство кадров у вас будут вот такими плоскими. Поэтому конкурировать они с обычными камерами не могут. Ну, по крайней мере, не сегодня. А то, что там есть 1,50 миллиметров, там, который как-то там моет задний фон, иногда честно, иногда нечестно, иногда видно этот переход, размытие и так далее. И это еще ничего не значит. Вот. Итак, давайте продолжим про камеры, которые мы имеем. Это Canon, Sony, Panasonic. Это основные направления. Есть еще Fuji, но опять с Fuji есть проблемка. Они придерживаются старой эргономики, она не очень удобная. Да, к ней можно привыкнуть, но сама по себе эргономика вот с этими крутилками, там 16 крутилок сверху и так далее, это не очень удобно. Вот. То есть это вот есть же тренд, да? Как тренды на машины, тренды на фототехнику, они тоже есть, да? То есть какой тренд на фототехнику сейчас у нас? Это ручка хорошая, которую хват можно держать, да? Верхний экранчик, там какие-то параметры вы можете наблюдать и так далее. Вот функциональные кнопки и так далее. Вот на Fuji такого нету, да? Ну, это вот как стариковская пенсионерская камера для людей, которым все надоело. И вот не на что снимать, они берут и вот в свой пенсионный возраст снимают там бабушку, дедушку на эти фуджики. Поэтому Fuji рассматривать не будем. Там цвет тоже немножко такой. У них есть профили, после которых цвет как-то регулировать бывает сложно. Это не очень хорошая тема. То есть мы предполагаем, тем более у нас 264 и 265 кодек, и в этом кодеке не сильно гибкий цвет. Поэтому если уже камера накрутила какой-то цвет в 264 и 265 кодеке, то изменить его безопасно в монтажной программе будет вам тяжело. Поэтому нужно, чтобы камера, если ваша камера пишет в 264 и 5 кодеке, чтобы воздействие на цвет внутри камеры не происходило. Вот. Поэтому у вас будет небольшая возможность попробовать скорректировать цвет в монтажной программе. Но если камера, то есть если вы на камерах, которые снимают 264 и 5 кодек, в камеру, ну если такие камеры есть, по-моему, этот Blackmagic может, но там опять, там кодеки другие. Если ваша камера может записать LUT может записать файл, уже измененные настройки параметра цвета будет записывать в сам файл, то у вас будут потом большие проблемы. Потому что что-то подкорректировать, исправить и так далее в 264-5 кодеке из лута какого-то там крашеного вам будет очень сложно. Поэтому имейте это в виду. 264 и 5 кодеки, они не предназначены для монтажа. Об этом никто, ни один блогер вам не говорит. Они не предназначены для монтажа. 264 и 5 кодеки, они предназначены для показа. Для показа. А используют и в камерах только за счет экономии, только за счет того, что вы сможете взять флешку небольшого объема, да, на которую сможете записать там 2-3 часа материала. Только в целях экономии видео и там видеопространства их внедрили в камеры. Потому что если вы будете писать в RAW или там в ProRes, там поток будет гораздо больше, и вам придется использовать флешки большего объема. То есть с точки зрения маркетинга невыгодно в камеры встраивать какие-то профессиональные кодеки для обработки, да, последующие. Поэтому они встроили конечные кодеки. 260, вот мы монтируем и так далее. Мы в каком кодеке выводим? 264. Камера в каком кодеке пишет? 264. Вот, поэтому запас по коррекции в таких кодеках он небольшой. Он небольшой.
Поэтому изгаляться над цветом в 264-5 кодеке у вас не получится. Вытаскивать какие-то пересвеченные моменты на 3-4 стопа в 264-5 кодеке у вас не получится, потому что нет там такого запаса материала. Имейте это в виду. Все камеры снимают в 264-5 кодеке. Насколько мне известно, камера GH6 снимает в ProRes, по-моему, только в одном формате, в 5К. Если вы будете снимать, вы имеете возможность снимать в ProRes. Вот. ProRes это уже монтажный кодек, он достаточно гибкий, там цвет вы можете тянуть куда вы, ну, в зависимости от качества ProRes, там есть 4.2.0, 4.2.2, 4.4.4, да, там и поток будет отличаться, и возможности, соответственно, каждого этого тоже будут отличаться. Но даже в среднем ProRes, если в потоке среднего ProRes вы запишете, да, вы будете иметь возможность на 2-3 стопа из пересветов какой-то материал восстанавливать. Да? Вот, поэтому не стоит питать иллюзий, что мы покупаем там технику за 2-3-4 тысячи долларов, да, и она обладает всеми прямо возможностями профессиональных камер. Это не так. Вот. Профессиональная камера, в первую очередь, это профессиональный кодек. Вот. Возьмите даже, если вы возьмете Osmo Pocket, вот раньше маленькая, не Osmo Pocket, а Blackmagic Pocket. Вот маленькая камера была, такая, она снимала Full HD 50p, но у нее был ProRes кодек. Вот это, наверное, была одна из первых камер, вот такого типа мыльницы, да, которая имела возможность снимать в ProRes. Вот. И вот ее можно считать за профессиональную камеру. Да, она достаточно неудобная, батареи, флешки там и так далее, но кодек профессиональный. Поэтому все камеры, которыми мы сейчас пользуемся, вот, они к профессиональным камерам относиться никак не могут, и если там нету профессиональных кодеков. Вот. Поэтому это, наверное, единственный параметр, который делает камеру профессиональной, это профессиональный кодек. Это либо свой какой-то кодек RAW, Cinema RAW Lite, у Canon есть, у Blackmagic есть собственный RAW формат, потом у Red есть собственный RAW формат, R3D называется, у Arri Alexa тоже есть собственный формат, да, RAW. Поэтому все профессиональные, как бы, у Sony, по-моему, только XAVC есть. Насколько я знаю, у Sony в RAW я не слышал. Может быть, в этих больших камерах, которые снимают кино, типа Panavision там и так далее, или 655 какая-то Sony, на которую кино снимают, возможно, в них есть какой-то там RAW и так далее. Но в этих камерах, там FX6, FS7 и так далее, в них, у них основной кодек это XAVC идет. Вот, он есть различного типа, с различными потоками, но опять он идет на базе 264 кодека. Вот. Поэтому это, наверное, это не профессиональный кодек получается. Вот. Поэтому, если рассматривать камеры с точки зрения профессионального такого использования, то это, скорее всего, профессиональный кодек. Профессиональный кодек, он присутствует в Blackmagic. Если вы возьмете Blackmagic 4K, Blackmagic 6K, вот Full Frame появился в последний момент. Да, там есть и ProRes, и, собственно, Blackmagic RAW кодек. Пожалуйста, если вам нужна реально там киношная картинка и крутые возможности по цветокоррекции, это вот лучшие эта камера сейчас, наверное, вы не найдете, да? В пределах там 2-7 тысяч долларов. Вот. Опять, если рассматривать ситуацию, которая подойдет всем, то есть большей части людей, которые занимаются фото-видеографией, да, то это будут люди, которые снимают на фотоаппарат.
Вот с этим уже ничего не поделаешь, мы к этому как бы плавно шли, сначала зеркалки, сейчас без зеркалки, все становится компактнее, удобнее, кодеки становятся более сжатыми, возможно, мы скоро перейдем там на 265 кодек, и по обработке это будет гораздо хуже, у нас будут процессоры лучше, а кодек будет хуже. И скорость работы будет такая, как вот мы работали там лет 10 назад на старых компьютерах с MPEG 2 кодеком, вот какая скорость у нас была, приблизительно то же самое. То есть время идет вперед, а увеличения в скорости обработки у нас как таковой нету. Да? Мы покупаем новые компьютеры, новые камеры, у нас скорость работы, скорость сжатия такая же, как была 10 лет назад. Да? Как будто ничего не изменилось. Нас заставляют покупать новое оборудование, но время обработки сжатия, оно такое же, как 10 лет назад. Вот. Это что касается кодеков. Теперь, что касается непосредственно самих аппаратов и разницы системной разницы между самими камерами. Да? Если Сонька, это была одна из первых камер, которая обладала хорошей автофокусировкой, вот, то все остальные камеры плелись за ней очень долго, и вот где-то там с марка 4, да, у Canon появляется там автофокус в видеорежиме, и в последующем все остальные камеры от Canon тоже начинают работать в автофокусе. Вот. И если Canon был второй по автофокусу, то, соответственно, Sony, не Sony, а Panasonic выпустила одну из последних моделей, это S5 Mark II, и эта камера уже обладает автофокусом. Да? Вот. В принципе, достаточно приличным автофокусом, который может конкурировать и с фокусом Sony, и с фокусом Canon, но они потеряли очень много времени. То есть пока Panasonic думал, выпускать камеру с автофокусом или нет, Sony овладела рынком, более 10 лет продавала свои автофокусные камеры, кучу оптики и так далее. Сейчас людям это просто девать некуда, они не могут все бросить, у всех все объективы есть, все камеры уже есть, приобретенные. Никто уже камеры Sony так сильно покупает. Ну, не такой большой спрос, как в самом начале, да? Вот, поэтому здесь Panasonic чуть опоздал со своим вроде бы хорошим автофокусом, но немножко опоздал. И у Panasonic не такой большой парк объективов, да, как хотелось бы, чтобы он был. Есть всего лишь один там парк объективов и там парочка объективов в довесок, которые вы можете использовать на оригинальном байонете L-mount на камерах A7S5, A7S1, A7S5 Mark II и так далее. Вот. Потом и есть сигмовские объективы. Опять же, это не родные объективы, которые можно будет использовать. Будет ли автофокус там такой же хороший или нет, это уже каждый объектив нужно тестировать отдельно. Тогда, если покупают, допустим, соневский какой-то объектив, на камеру Sony мы знаем, что приблизительно автофокус на всех этих объективах будет одинаковый. Да? То, когда вы покупаете какой-то сторонний объектив на вашу систему, то там уже автофокус по работе может быть либо таким же, либо хуже. То тут уже есть варианты. Вот, поэтому здесь в пользу Panasonic говорит его хороший, красивый цвет. На самом деле, если он был хорошим, идеальным вот до момента выхода камер A7S3, A7IV и последующих камер, там A7C, вот, Panasonic был где-то в первых местах, да, по цвету. Вот. Потом шел Canon, сейчас идет Sony. То сейчас даже, вот если я вам сравнение дам, посмотреть цвет Panasonic и посмотреть цвет от Sony. От последних камер Sony S3, A7IV, A7R5 и так далее. То и раньше я мог однозначно определить, где камера Sony, где Panasonic. Сейчас это гораздо сложнее сделать, и даже вот некоторые
люди, которые снимают на Panasonic, они говорят, что даже на Sony цвет не сильно отличается, и он не такой уж и плохой, да, чтобы уже в пользу цвета покупать какую-то там Panasonic камеру. Вот, поэтому здесь уже такой большой разницы нет, а значит и вот эта привязка, я хочу хороший цвет, к Panasonic, она тоже уже исчезла. То есть нужно искать какие-то другие причины, за что бы ты хотел купить камеру Panasonic. Если раньше мы согласны были снимать на один объектив, но иметь хороший цвет, то сейчас как бы и цвет не сильно отличается от Sony, да, и объективов слишком мало, то уже смысл покупки Panasonic, он как бы пропадает. Вот. Да, у них была одна из первых камер, там 6К, у них S1H выходил и так далее. У них камеры 50-мегапиксельные, по-моему, тоже есть S1R и так далее. Вот. Но сейчас смысла вот в этих Panasonic я вообще не вижу. За что покупать Panasonic, не вижу. Хоть одно преимущество, в котором они лучше, чем у Sony. Ну, не просто лучше. Вот если раньше цвет реально был лучше, вот на всех роликах я мог сказать, это Panasonic, это Sony, это Panasonic, это Sony. И даже в монтаже, в сравнении приходилось ухудшать цвет Panasonic, чтобы его подогнать под Sony, потому что Sony улучшить невозможно было. Вот. То сейчас уже такой большой разницы нету, соответственно, цепляться за камеры Panasonic тоже нету. Там нет никакой оригинальной идеи, там супер какого-то навороченного экрана, супер удобств, там супер характеристик, за которые можно было цепляться и покупать Panasonic. Сейчас таких факторов у Panasonic просто не осталось. Вот. Они даже удивить сейчас они уже ничем не могут. Вот. Возможно, они были первыми, кто, допустим, выкатил камеру 4К. Да, я первая камера, которая снимала 4К, это GH4 была, и я на нее, как бы, в первые свои съемки 4К я на нее и делал. Да, в этом смысле они опередили Sony. Да, но уже через полгода, по-моему, год вышла A7S II, и которая уже снимала. Она снимала чуть хуже в 4К, но тем не менее она это делала. То сейчас вообще никаких инноваций, новшеств таких, чтобы снимать на Panasonic, нету. То есть и камеры сами по себе больше, и объективы сами по себе больше. Ну, единственное, может быть, за что зацепиться, но это система помощи фокусировки. У Panasonic есть непревзойденная штука помощи фокусировки. У них есть шкала. Да, у Canon тоже есть шкала, но смотрите, у Canon R8 есть шкала от, допустим, 0 до 3 метров и от 3 метров до бесконечности. То есть от 3 метров до бесконечности никак это не пронумеровано, да, эта шкала. То есть использовать вот от 3 до бесконечности сложно. А у Panasonic есть от 0 до 10 метров и от 10, по-моему, до бесконечности. Это гораздо более удобнее. Но проблема здесь не в том, не в нумерации вот этой шкалы, да, которую мы имеем, а в том, что Panasonic тебе показывает глубину резкости и место, где находится резкость. То есть она тебе на шкале показывает, что резкость у тебя находится на 5 метрах, а с помощью синей подсветки она тебе показывает, где начинается твоя резкость и где твоя резкость заканчивается. Вот это самая крутая штука, фича, да, которая есть у Panasonic, которой нет ни у кого. И которая позволяет мануальщикам, ну, людям, которые на мануальные объективы, ну, в смысле, которые вручную фокусируются, здорово вот эта штука помогает фокусироваться вручную. Вот это, наверное, единственное какое-то там новшество, да, которого сейчас нет ни у кого и пока нигде. За что можно было зацепиться и сказать, я хочу Panasonic вот именно из-за вот этой штуки. Вот. Больше прям таких
факторов, новшеств таких в Panasonic особых нету, чтобы взять все, бросить и купить Panasonic. Вот. Есть ли смысл писать на рекордер в ProRes? Ну, знаете, как вам сказать? Если ProRes пишется прямо с матрицы, возможно, есть смысл. Но это опять никто нигде это не публикует, да? То есть если сигнал пишется после какого-то процессинга, то есть сигнал поступает на процессор, процессор как-то обрабатывает, потом идет на HDMI, через HDMI он пишет ProRes, возможно, в этом смысла нет. То есть я очень много роликов смотрел, где люди показывали, что ProRes и 264 кодек, вот, ну, то есть на внешний монитор в ProRes писали и на внутренний кодек. И сравнение, они приблизительно одинаковые. Это не означает, что смысла в ProRes нету. Вопрос в том, отдает ли сигнал сама камера прямо с матрицы, без обработки процессора. Если она дает сигнал прямо с матрицы, тогда в ProRes гораздо больше информации будет. Но дело в том, что он может, ProRes, который на HDMI идет, он может туда подавать сигнал 264, уже сжатый сигнал подавать на HDMI, а сам внешний монитор у вас будет писать, то есть перекодировать 264 в ProRes. И тогда эту разницу вы не увидите. Вот вопрос в том, отдает ли матрица сигнал без обработки в ProRes. Если отдает, то да, в ProRes он просто разорвет 264 кодек. И по детализации, и по остальным параметрам. Вот. Поэтому здесь вот такой. На Соньке, наверное, смысла нету. Я много роликов видел, где смысла писать ProRes на Соньках нету. Скорее всего, они как раз на выход на HDMI и дают 264 кодек. Так, теперь по поводу Panasonic, я уже сказал, да, у них последняя камера A7 S5 Mark II, там хороший автофокус, опять очень маленький парк объективов. И еще у Panasonic есть такая штука, она тоже, заметьте, очень интересная. Я вам расскажу, чтобы вы знали, да, потому что я камерой A7S1 я пользовался, и у них вы можете задать скорость фокусировки, скорость фокусировочного кольца. То есть, если от минимального фокусного расстояния до, допустим, максимального вы можете сделать это за 1,5 оборота кольца, да, вы можете вот этот ход кольца, скорость хода кольца фокусировочного изменить. Там, по-моему, 3 варианта вы можете выбрать, и вы можете сделать, чтобы от минимального фокусируемого объекта до самого дальнего вы могли сделать за полоборота. Это очень удобно, и на других камерах этого нету. Это тоже особенная фишка у Panasonic. Но это можно сделать только на родных объективах. Вот, если вы Sigma возьмете, я думаю, на Sigma такой штукой не сможете пользоваться. Вот. Так, теперь что касается камер Canon. Вот. Сейчас, если вот та же предыстория, все то же самое, как и у Panasonic, если там цвет раньше кеноновский, он от соневского отличался, то в последних камерах цвет от Sony, он вообще выровнял эту ситуацию. Если вы сейчас посмотрите картинку с камеры A7R5, вы другую камеру не захотите. Я потому что смотрел картинку с A7R5, и я вообще был удивлен. Вот на сегодня, наверное, это одна из самых лучших камер, которую можно купить, вот смотреть и радоваться. Вот я Full HD смотрю, у меня ощущение, как будто человек снимал в 4К. Ну, я небольшой ролик соберу, я закину, вы посмотрите. Вот. И по чистоте цвета, вот по передаче цвета кожи и так далее, там просто, офигенная картинка на A7R5, это от Sony.
Вот. Поэтому здесь с выходом вот этих последних версий камер Sony вопросы по цвету, все, они исчезли. Нет никакой разницы там особого цвета у Canon и особого цвета у Panasonic. Есть еще один параметр, который присутствует только в камерах Panasonic. Камера Panasonic позволяла снимать в неполном RGB канале. То есть если мы сейчас если на Canon это нигде не указывается, по-моему, только в профессиональной линейке, там R5C можно выбирать вот этот канал, да, насколько я помню. А во всех остальных камерах вы не имеете возможности выбирать вот этот RGB канал. Что это означает? Если все оттенки у нас располагаются в 8-битном видео от 0 до 265 цветов, да, вот, то в урезанном RGB канале идут от 15 до 235. Вот. Это означает, что у вас нету сильно яркого белого и нету сильно темного черного. То есть вот в таких параметрах снимает Canon. То есть Canon снимает в неполном RGB канале, потому что там сильно ярких ну, по крайней мере, на марках вторых и третьих это 100% было так. Он снимает в урезанном RGB канале, там практически очень редко бывают пересветы, да, прям такие яркие. То есть от 16 до 235, а Sony снимает от 0 до 265. Вот. А Panasonic имеет возможность снимать и так, и так. То есть такого выбора нету сейчас в других камерах. Есть только в Panasonic. Вы можете снимать в полном RGB канале от 0 до 255 и в неполном RGB канале от 16 до 235. Я люблю от 16 до 235, то есть мне не нравятся эти сильно блики, резкие пересветы и так далее. Поэтому мне ближе камера, неполный RGB канал, как вот у Canon. Вот. А Sony не имеет возможности регулировать этот параметр. Вот. Это третий параметр, который есть у Panasonic, но нет ни у одних там других камер. Вот. Что касается еще Canon, в пользу Canon, наверное, сейчас можно прицепиться только в пользу там 8К, потому что там на самом деле очень честный 8К. За счет этого честного 8К на камерах R5, R5C вы имеете возможность получить максимально детализированную картинку в 4К. Вот. Поэтому один из лучших 4К, возможно, вот это 4К, который на R5C есть в максимальном потоке, и вот этот 4К, который в Sony A7R5, возможно, они будут сравнимы по детализации. Но опять, детализация это не такой параметр, ради которого нужно выбирать там камеру. Вот. Так, что еще в пользу Canon? Опять, у Canon есть тоже хорошая такая фича, линия Dodena называется, для тех, кто фокусируется вручную. Опять, большинство, наверное, будут перематывать видео, потому что я говорю про ручную фокусировку, про ручное фокусное кольцо и так далее. Многим это не интересно, поэтому я все-таки скажу, потому что есть люди, которым, ну, интересно, да, это. Линия Dodena это когда у вас две стрелочки, и когда вы наводите фокус, то есть у вас есть какая-то область фокусировки, и эти линии сходятся, эти стрелочки сходятся, это означает, что вы приближаетесь к фокусу, да? То есть вы наводите фокус. И как только вы в фокус попали, то есть навели фокус максимально в точку, ваши линии соединяются, и сама область фокусировки становится зеленой. То есть даже сверх каких-то там темных условий вы ни черта не видите, да, вы знаете, вот область фокусировки, там где-то с середины человек стоит, но вам надо навести фокус, да. Вот вам эти линии Dodena, они помогут вам фокус навести. Даже если вы плохо видите, вы точно знаете, если горит зеленый, то в области вот этой фокусировочной области там 100% есть фокус. Такой системы тоже нет ни у одной камеры. Вы можете автоматически там что-то ловить,
Может поймает, может не поймает, иногда может обмануть, но вот эти клинья Дадена, они никогда не обманут. То есть, если там зеленый загорелся, там 100% есть фокус. Вот. Что еще в пользу Canon? Какой-то особый цвет, это уже стереотип, который идет из старых камер. То есть сейчас люди камеры покупают новые, да, и говорят, я хочу уже красивый цвет, чтобы готовый был, чтобы просто взять и отдать. Вот. И этого уже это есть в Sony. Sony точно так же можно смонтировать и сразу отдать без поправки на цвет. Можно. Вот. Единственное, нужно, наверное, тот, кто экспонируется на камерах Canon, чтобы отдать конечный материал, они экспонируются уже практически в 0 или 0 плюс 3. 0,3, да? То есть, чтобы и экспозицию тоже уже не править на постмонтаже. Я так не работаю, я всегда недоэкспонирую, да, немножко. Вот. Я всегда недоэкспонирую на камерах Sony, это, ну, наверное, моя привычка, может, это болезнь или что там другое, может, какой-то жук меня укусил, да. Я всегда чуть-чуть недоэкспонируюсь, ну, мне так приятно, да. Вот. И потом это все я могу править и так далее. Вот. И если я буду экспонироваться в 0 или в 0,3, то, скорее всего, я получу такую же картинку, как на Canon. Разницы никакой не будет. Может, даже будет лучше, если будет A7R5 камера. Вот. Поэтому по цвету уже все. Нет никакой зацепки на Canon, нет никакого там супер кеноновского цвета и так далее. Это все бред полнейший. Это было до выхода камеры A7S III. Сейчас этого всего нету. Нет, есть ли какие-то еще преимущества у камер Canon? Кроме 8К, на камерах A7R5 и A7R5C ну, ND-фильтров, если мы возьмем ND-фильтры на C70, также вы можете сказать, что у Sony есть аналог FX6, у него тоже есть встроенные ND-фильтры, пожалуйста, если кому-то нужна камера со встроенными ND-фильтрами небольшая, и кто хочет C70, вы можете сказать, вот FX6 от Sony тоже встроенные ND-фильтры бери, если нужна круче камера, возьми Sony Burano и так далее. Вот. Поэтому больше за Canon цепляться смысла нету. Опять, у Canon они только сейчас нарабатывают парк оптики, профессионально хорошей оптики, они только-только нарабатывают. И опять, на беззеркалку оптика у них идет громоздкая. Если камеры Sony уже перешагнули этот этап и начали выпускать, если вы видели там 2471 версия, он был громоздкий, у них уже второй этап пошел, когда они 2470 сделали меньше, 1635 сделали меньше, 50 миллиметров сделали меньше. То есть сейчас вот у Canon до сих пор 1,5-килограммовая там фикса. Ну, куда? Куда? Это надо опять, как будто ты с кучей камней, рюкзак с кучей камней тащишь и идешь на съемку. Это уже сейчас, в последнее время, это уже не модно. Нужно стремиться, и раз уж вы начали выпускать беззеркалки, сделать беззеркальные маленькие хорошие объективы, да? Вот. Canon еще только это начинает делать, поэтому здесь опять в пользу цвета ничего не осталось, в пользу фокусировки может быть, в пользу кодеков может быть там Cinema Rough Light там на камере C200 и еще там в каких-то единичных камерах может быть есть. Ну и опять Cinema Rough Light он недостаточно гибкий, и он слишком тяжелый. Вот. И если Apple ProRes тянуть гораздо проще, то Cinema Rough Light он грузит компьютер по полной. Вот. И там не столько прям информации, сколько в ProRes там или Blackmagic Ravi, да. Вот. Поэтому Cinema Rough Light не прям такой заоблачный кодек, ради которого можно было там бросить все, купить какую-то камеру. Вот. Поэтому нет ничего, за что можно было
особенного зацепиться у Panasonic. Если вы сейчас скажете, что там экраны хорошие, да, там хорошие экраны. На камере A7R5 тоже экран 2 миллиона точек. То есть так же, как и на камере S1, и вот в последних камерах у Panasonic, там хорошие экраны, да, действительно. Ну вот, вам A7R5, пожалуйста, 2 миллиона точек, один из лучших экранов у камер Sony. Что еще? Все, наверное. Ну, Canon опять старые технологии, старые батареи. Пусть... Я про батареи Canon, когда начинаю слышать, меня в дрожь берет, я хочу ругаться сразу матом, поэтому не буду я про батареи рассказывать. Уже как можно 15 лет на базе одной батареи мучают фотоаппараты все, да? Не, это хорошо, преемственность, это хорошо, да, что у тебя там старые батарейки подходят к новой, но новая-то жрет больше. И вот зачем тебе батарея на 15 минут? Вот. Это немножко странно, что они по батарее свою не переработали, и мы имеем какую-то там получасовую батарею на какой-то хорошей камере. A7R5 возьмите, 4К врубите, 50p в максимальном кодеке, вы снимите там полчаса, все, больше ничего не снимите на эту батарею. Печально, печально. Так, School фото-видео. Насчет роллинг шаттера. Так, давайте сверху. Что по поводу GH7, что расскажешь? Ну, урезанная камера, да? GH7 урезанная камера с маленькой матрицей. Я не знаю, что вы на нее хотите снимать. Ну, неплохая комбайн, как простые какие-то вещи снимать можно, там, утренники, дни рождения, пожалуйста, можете снимать на GH7. Ничего плохого прям про нее сказать не могу. Может быть, батареи там будут не сильно емкие, потому что там, по-моему, старого типа батареи идут. Их нужно будет покупать целую кучу. Вот по поводу Sony 3, шикарная камера. Ничего сказать не могу, но 8 бит 4К 50p нету. Вот. Смущает немножко цвет. Опять в этих старых камерах у них чуть более грязноватый цвет. Если вы заметили, то в первых камерах A7S2, R2, A7 III, у них идет, вот, когда слегка полутемная, не сильно много света, да, у вас на площадке, то сами цвета, они такие чуть грязноватые идут. Вот если вот в этом отличие и было, что Canon в этой же ситуации дает более яркие, интересные цвета, то Сонька, она в полутемных каких-то полумрачных ситуациях, у нее сильно грязный цвет идет. И от этого, и это больше грязный шум даже идет. От этого избавляться потом либо насыщенность накручивать, либо избавляться шумодавом и так далее надо. Поэтому в общем Sony Alpha 7 III она неплохая, да. Но опять сделать небольшой шаг, если вы только покупаете, да, камеру, то лучше доплатить там 50-60 тысяч и взять A7 IV. Так, по поводу Panasonic. Я на Panasonic 3/4 снимал, там все хорошо. Если у вас A7 III есть, то большого смысла в замене нету. Опять, если вы 4К 50p нигде не используете, то снимайте дальше тоже на A7 III. И не стоит перепрыгивать там куда-то. Возьмите просто хорошую оптику лучше, чем обновить камеру, лучше взять хорошую оптику. Так, добрый день, подскажи, роллинг шаттер. Опять, роллинг шаттер это такая ерунда, вы помните алиасинг что такое? Знаете, что такое алиасинг? Раньше все запарывались над шумами, там, где шумы, где шумов больше и так далее. Сейчас про шумы практически разговоров не идет, потому что матрицы достаточно светосильные. Роллинг шаттер это такой параметр, он, вот если вы возьмете весь материал, да, свой, там какой-то,
там, трехчасовой, да. Ну, я свадебный, если про свадебный буду говорить, то нету прямо таких кадров, где вот явно есть роллинг шаттер, и он вот отвратительный. Нет. Вот, может быть, если вы едете в машине и прямо перпендикулярно снимаете природу, и спереди какие-то столбы, да, там может быть большой роллинг шаттер, да, но опять, это будет короткий кадр, и мало, даже если заметят, он не сильно нервирует человека, да. Если вы там 15 минут показываете, как вы едете, и у вас все деревья там завалены, у людей будут возникать вопросы. Но опять, оцените просто весь материал, который вы снимаете. Роллинг шаттер, можно ли обойтись без него? Да, можно. То есть обычной свадебной съемки он практически нигде не встречается, за исключением там кортежа. Вот. Поэтому роллинг шаттер это такой параметр, которым можно пренебречь при покупке камеры. Вот. Поэтому, ну, на камерах Sony, по крайней мере, он не такой большой. Вот там были какие-то камеры, я помню, у которых роллинг шаттер гораздо хуже. Насчет спортивной, ну, спортивная не снимал. Возможно, там будет смысл какой-то в глобальном шаттере. Вот. Если глобальный нужен, там у Соньки уже есть там A7 IX второй версии, там глобальный затвор, пожалуйста, там нету никакого роллинг шаттера, используйте его. Но это под ваши задачи. Для того, кто выбирает камеру, да, для себя, он должен выбирать под собственные задачи. Если вы ориентированы на спортивное, тогда берите с глобальным шаттером. Если у вас все же такой разнобой идет, то не стоит делать уклон на какую-то спортивную технику, да? Если вы снимаете все что угодно, да? Вот. Не стоит придавать уклон какому-то оборудованию. Panasonic стоит практически так же, как и Sony. Sigma, ну нет у них столько объективов, сколько есть у Sony. У Sony есть 3 парка объективов, спокойно вы можете взять. Вот дешевые объективы, самые дешевые там от 7, от 5000 объективы там, до 15, весь парк объективов вы можете взять, да? 28-75, допустим, вот универсальный вам зум, самый дешевый, он стоит 10 тысяч. Потом возьмите Tamron 28-75, он стоит 50 тысяч. Это средний сегмент, да? И возьмите GM 24-70, он стоит 160 тысяч. Это третий сегмент профессиональных объективов, да? Вот нету такого парка у Panasonic. Да, у Sigma может быть есть, да, он может ориентирован на Panasonic, но опять, это не панасониковские объективы. И про Panasonic я вам не говорил. У меня, по-моему, есть видео про боке, я вам показывал, и часто объективы Panasonic в размытии начинают двоиться. Вот. Если вы этого не замечали, найдите это видео про бокешки, я рассказываю и показываю, чем отличаются хорошие объективы от, чем отличаются фотообъективы от киношных, какая разница там идет в боке и так далее. И у Panasonic очень часто бывает, что даже на хороших объективах в бокешка у нее, допустим, какая-то решетка сзади, и она будет у вас как будто раздваиваться. Это неприятное ощущение, я такое вижу и в фильмах тоже в последнее время. Но это мне лично это не нравится. Вот. И такое часто еще встречается на хороших объективах, на RF объективах от Canon. Вот это двойственность боке. Вот. И это чаще встречается, чем у Sony. У Sony я такое замечаю намного реже. Ну, по крайней мере, на тех объективах, которые у меня сейчас есть, там 35, 50, 70, 200, 24, 105 и 10-18, на этих объективах, чтобы раздвоилось заднее боке, я такого не вижу. Вот, поэтому здесь все относительно. Если вы на Panasonic снимаете, я не говорю, что Panasonic плохая камера.
Но раньше они были лучше, и отличие от Sony было существенно. Я снимал на GH4, она снимала лучше, чем A7S2. И по качеству картинки, и по цвету, и по всем параметрам. Ну, я вручную фокусировался, мне плевать было на фокус. Но по качеству видео оно было лучше у Panasonic. Сейчас такого нету. Поэтому сейчас, если вы имеете Sony, переходить на Panasonic глупо. И сидеть, а если вы ничего не имеете, брать Panasonic тоже немножко странновато, да, то есть лучше же взять аппарат, в котором выбор больше, с оптикой, да, и проблем меньше. Вот. На Panasonic нет лимита на запись. Ну, на Соньках последних тоже нет вроде лимита на запись. Насколько я знаю, на A7 IV, по-моему, лимита нету на запись. На Canon тоже, по-моему, на R8 уже нету лимита на запись. Насчет записи на SSD, опять, смысл какой писать на SSD? Если вы не пишете в RAW, смысла нету. Если в ProRes не пишете, смысла на SSD писать не вижу. Флешки есть, пишем на флешке. Релакс, A7R5 крутая камера, так что даже не сомневайся. Чем FX3? Ну, FX3, это, знаете, там больше хайпа. На самой камере FX3 больше хайпа. И вентилятор. Вентилятор за 100 рублей туда добавили, а хайпа накинули там на $2000. Вот. На самом деле там никакого отличия с A7S3 у FX3, никакого отличия абсолютно. Ни по картинке, и по чему-то другому нету. Там просто есть светящаяся кнопка записи и вентилятор за 100 рублей. Они добавили китайский туда. Все. Ну вы можете за 100 рублей вентилятор купить сами. Поэтому в FX3 нет ничего такого прямо заоблачного. Просто понты, да, и кто хочет. У меня самая дорогая камера. Вот сейчас у Sony получается вот это самая дорогая камера, да, FX3. Она стоит 310 тысяч, а A7R5 она 280 стоит. FX30 хорошая камера, если вас кроп не смущает, вообще классная камера, можете брать. Но берите оптику 16-55 2.8, вот, тогда, ну, будет вообще фантастическая картинка. Да-да-да, Владимир Черкасовский, все правильно, яркостный канал. Важность детализации, наверное, нужна больше для фото. Детализация, она знаете, когда имеет значение? Если вы проводите более подробную цветокоррекцию, то есть если вы давите шумы, тут важна детализация. То есть если вы хотите сделать шикарную цветокоррекцию, первый шаг это удаление шумов. Когда вы удаляете шумы, хотите вы того или нет, немножко структура вашей картинки, она по качеству хуже становится. Поэтому если изначально есть детализация хорошая, да, может даже избыточная, то шумодав ее не сильно испортит. А если детализация слабая и у вас есть еще шумы, то применение шумодава детализацию угробит, потом придется эту детализацию накручивать. Опять, тут вопрос такой, насколько хорошо вы разбираетесь и будете ли делать коррекцию цвета, такую, которую я сказал. И если да, то там лучше, да, чтобы на видео была хорошая детализация. Какие три камеры от 150 до 200 тысяч я бы сейчас выбрал? Ну, FX3, не FX3, FX3 300 стоит. A7 IV пока что лучше по качеству, ну, в пределах 200 тысяч я не вижу ничего. A7 IV
6700 сейчас, вот если бы я сейчас брал камеры 6700, А7 IV, что еще там есть? И вот FX 30, мужик сказал. Вот, это, наверное, 3 самые лучшие камеры, вот предела 200 тысяч можете взять. Ну, сейчас, если раньше вот использование там оптики разных брендов приводило к сильному искажению цвета, сейчас это искажение, оно не так уж заметно. То есть, если Тамраны раньше отдавались зеленым оттенком, а Кеноны были слишком хороши, да, в цветопередаче, то сейчас и Тамраны, и Сигмы, они все приблизительно дают одинаковый цвет. Ну, приблизительно, если вот на глаз, без всяких приборов замерять, приблизительно одно и то же, поэтому тут уже чисто сравнение, увидите ли вы разницу или нет. Видеозайм, валейкум салам. Украине слава по-любому. Так, что еще по поводу камер, каких камер, какую бы я камеру на сегодня, вот в заключении расскажу, какую бы я камеру на сегодня взял. Ну, чисто по фану, не для ежедневной работы и не для плотной работы, чисто по фану. Вот, просто чтобы была, и вот я был бы крутой, да? Это R5C Canon. Вот. Вот эту камеру я бы взял, чтобы она была. Ну, да, единственный, наверное, параметр, и он может быть не сильно важный, по которому я ее не взял, это то, что там с батареями проблемы. На полчаса 8К60 от внутренней батареи не пишет. Короче, непонятные ограничения. Камера шикарная, отлично, все нравится. Но вот батареи, да, она чуть громоздкая, там объективы чуть большие. Я даже с этим готов был свыкнуться, если бы там были нормальные батареи хотя бы на 2 часа. Но вот видите, с батареями вопрос они не решили, а усложнять, утяжелять камеру, которая и так тяжелая в сравнении с другими, ну это уже... Это нужно целый ВОЗ с собой тащить, да, с этой дополнительной техникой, чтобы завести эту камеру. Вот, поэтому, наверное, это по фану. Это была бы первая камера R5C. Ну и вторая, это, наверное, A7 R5. Ну, на сегодня, которая есть. Сегодня у нас там какое 23 февраля, да. На сегодня, пока там Сонька там ничего не вывела, да, на рынок, весной у них обычно бывают презентации. На сегодня A7 R5, наверное, я бы взял. FX3 почему бы не взял? Во-первых, это за 300 тысяч ты получаешь урезанный какой-то фотоаппарат, который даже фотки не может нормально сделать. Там какой-то электронный шаттер, нету обычного. И нету глазка. Ну, надо, не надо, да, это я уже сам решу, надо или не надо. Но когда тебе дают аппарат, и там нету глазка, и притом нету хорошего экрана, ну, это уже такое чуть... Это ты должен быть просто заядлым автофокусером, чтобы просто отказаться от глазка и от хорошего экрана, фиг с ним, включу автофокус, буду поливать. Это вот надо иметь вот такие мозги, чтобы купить FX3 и довольствоваться им. Поэтому, да, конечно, если вы снимаете 4К 120p, у вас какой-то определенный сюжет есть, да, вы хотите снять 4К 120p. Да, мы возьмем камеру A7S3 или FX3, мы снимем этот сюжет. Но для всего остального никаких преимуществ у этой камеры перед другими просто нету. Вот. Поэтому я все равно я буду выбирать всегда в пользу универсальных камер, и которые снимают и фото, и видео. Ни в коем случае. То есть сейчас нету такого, что A7 IV снимает хуже, чем A7S3.
Да, где-то на предельных значениях, на которых я никогда не увижу на своем аппарате, там может быть A7S3 будет снимать лучше. Но в пределах разумного, в пределах 3200, там разницы по шумам нету никакой. Ну, может есть там, тут этот шум вот здесь в этом углу, а этот в этом углу, да. А так разницы нету. Вот, поэтому я всегда буду выбирать в пользу универсальной камеры, которая может делать и хорошее фото, и шикарное видео. Поэтому здесь, по-моему, на A7R5 есть 8К 30p, насколько я помню. Я попрошу у друга на обзор A7R5, и я не думал, что мне так сильно понравится то, что я увижу, да. А мой глаз, ну, очень быстро определил, что вот этого я еще не видел никогда. То есть видео Full HD я смотрел, A7R5 в 50p, обычный формат такой же, как и на моей камере, но детализация и цвет, ну, как будто бы лучше. Вот. Да, для свадебной съемки дроны вообще никогда необходимы не были. Это просто дополнительная услуга, которую ты можешь продать. Это как камера на тросе, да, в зале. Можешь продать камеру на тросе, можешь не продавать. Особо сильно на общий результат не повлияет никак. Ну, наверное, нет. Если там ты полгода копишь и хочешь купить дрон, то смысла нету. Если ты быстро зарабатываешь деньги, там за раз можешь отбить дрон, тогда пожалуйста. Small Rig Photo Video School. Там опять вот эти костыли на Canon же ты говоришь, да? V-mount и подключать что? Панасониковские объективы? А, подожди, V-mount. L-mount панасониковские объективы. Крепление на... Что за V-mount крепление на R5C? Не понял. Объясните. Я такого крепления... V-mount это... А, все, это же на батарее ты говоришь. Я думал, переходник для объектива. Но опять слишком тяжело, не мобильно. Слишком тяжело. Вот, допустим, я дома хочу там поснимать какой-то мини-сюжет, быстро вытащить из сумки, поснимать и обратно закинуть. Да, такого не получится. Не мобильно. Серия А9, она не для видео, она больше ориентирована для фото, камеры Sony А9. Вот, поэтому для видео не рассматривайте их, по-моему, там нет такой оптимизации под видео для этих камер. Вот, поэтому, если вы хотите камеру с глобальным затвором, как вот на А9 второй или третьей версии вышла с глобальным затвором, скорее всего, на A7S4 вот и будет глобальный затвор. Дождитесь, купите последнюю камеру. R8 полнокадровая камера, маленькая, достаточно маленькая. Хотя, вот, допустим, объектив 24-105, который на Canon R8 стоял, он был значительно большой. Ну, для этой камеры он был большой объектив. Вот. И если бы что-то компактное туда вставало, то вроде бы картинка неплохая, да. Снимать можно на все что угодно. То есть мне дай любую камеру, я на любую сниму, и ну неплохо будет. Вот. Опять кто к чему привык, у кого какие привычки и так далее, и так далее. Вот у кого динамические там стереотипы есть, вот там у камер Canon всегда, вот он прочитал там в 90-м году, что цвет у Canon крутой, да, и вот он больше после этого ничего не читал, и он вот
до сих пор тянет эту лямку, что цвет у Canon крутой, да, и он покупает только Canon, да, но если человек хочет так думать, пусть думает, я не против. Вот. Поэтому с Canon R8 150 тысяч, 120, по-моему, она стоит, Canon R8. Ну, за full frame, за 120 тысяч, 10 бит, по-моему, там только влоги включаются. Не знаю, я бы тройку, наверное, взял. Ну, хотя тройка по цвету была бы не такая крутая, да? За 120 тысяч можно было 6700 взять, там 4К 120p есть. Вот, да, оно чуть перегревается, но тем не менее там есть и 4К 50p, и там всякие другие плюшки тоже. А7 IV, да. Да, она на сегодня самая, ну, не лучшая, может, универсальная камера. Можно бомбить все, что угодно. Фото, видео, брейкданс. Ну, Александр, это слишком тяжелый объектив, он хороший, Sigma 1835, я на GH4, на Panasonic снимал на него. Он отличный, но на кроп, наверное, лучше сейчас вот объектива нету, чем вот Sigma 1835. Но он слишком тяжелый, нет смысла это таскать с собой. 1655 2.8, продайте все, купите 1655. Светосилы там достаточно вам будет, даже на 2.8 диафрагме. Да, поэтому нет смысла таскать вот этот двойной вес с собой ради какой-то там диафрагмы 1.8. Так, если по поводу техники выбора камер у вас еще есть, я уже сказал, на сегодня, наверное, две лучшие камеры я выделил. Это R5C Canon, который снимает 8К 60p в RAW, в кэноновском RAW, и A7R5 от Panasonic. Вот. И это камеры, которые, они дорогие, они не дешевые, но это камеры, которые я рекомендовал бы людям, которые могут себе позволить, да, ну, три другие камеры, предел 150-200 тысяч, я уже рекомендовал, 6700, FX30 и что там еще было? Так, все, давайте прощаться. Если у вас какие-то вопросы остались, задавайте в комментариях, я обязательно на ваши вопросы отвечу. Всем пока, спасибо за просмотр.